Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лагутин Михаил Петрович. Я заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач высшей категории по спортивной медицине и лечебной физкультуре. И, собственно, длительное время, несколько десятков лет, занимаюсь вопросами реабилитации спортсменов, физкультурников разного уровня, от юношеских разрядов до олимпийских чемпионов. Проблем и вопросов на самом деле в этой сфере масса. Хотелось бы остановиться на одном из ключевых вопросов, с которым я в последнее время стал часто сталкиваться. Но не секрет, что сейчас очень сильно развивается фитнес-индустрия, да, индустрия фитнес-реабилитации. Направлений очень много, студий, каких-то залов, очень много. И порой ко мне приходят очень часто, и причем, знаете, так интересно сейчас направление, когда напрямую врачи, травматологи, ортопеды начинают работать с каким-то конкретным фитнес-залом. При этом я не умаляю заслуг ни травматологов, ортопедов, ни специалистов фитнес-зала, но не всегда получается то, что хотелось бы. К примеру, при болях в том или ином суставе обычно приходит пациент после операции, после какого-то терапевтического лечения на реабилитацию, фитнес-зал. И всегда стоит вопрос. Говорит, уважаемый пациент, уважаемый посетитель, вот у вас есть боли в плечевом суставе, в тазобедренном суставе. Давайте попробуем закачать. Вот это слово «закачать», укрепить, закачать, усилить, повысить тонус меня всегда настораживает. Потому что зачастую боли в том или ином суставе, но я хочу сейчас остановиться на двух суставах, с которыми чаще всего ко мне обращаются вследствие неправильной реабилитации. И парадокс этой ситуации в чем? В том, что та травма или повреждение, которое получено в результате какой-то острых патологий, к примеру, падение, операция, вылечивается быстро. А те проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые возникают в результате длительного, неправильного методического выполнения того или иного упражнения, приводят к таким массивным изменениям, которые лечатся очень и очень долго. И поэтому здесь очень важно понимание, когда нужно закачивать, когда не нужно закачивать. В большинстве случаев при проблемах с тем или иным суставом закачивать мышцу дополнительно не нужно, так как боль появляется, к примеру, в плечевом суставе. Я сейчас на примере плечевого сустава эту проблему мы рассмотрим. Боль в плечевом суставе, я позволю немножко себе плечевой сустав выделить. Боль в плечевом суставе зачастую появляется из-за так развивающегося импинджмент-синдрома, то есть синдрома сдавления. Получается, какая у нас проблема? В результате какой-то неправильной нагрузки, какое-то, может быть, неправильного выполнения методического движения в этом суставе у нас происходит микроповреждение. Первый вариант. Второй вариант: нет никакого микроповреждения, но дельтовидные мышцы развиты настолько мощно, что они... Вот идет плечевая косточка, у плечевой кости есть головка плечевой кости, которая входит в суставную впадину. Так вот, утрированный гипертонус, гипертрофия дельтовидных мышц, которые, собственно, окружают плечевой сустав, приводит к тому, что головка плечевой кости, она придавливается, она вдавливается в суставную впадину. Происходит такое небольшое залипание. То есть получается, просвета между головкой плечевой кости и суставной впадиной практически нет. Идет жесткий, плотный контакт. При этом внутрисуставная жидкость не проходит между головкой и суставной впадиной. Происходит трение, повреждение. И если мы все-таки этому пациенту будем рекомендовать, приходит, говорит, что-то побаливает, фитнес-инструктор, фитнес-зал, обычно там специалисты хорошие, но у них мышление не заточено на какие-то реабилитационные проблемы, на поиск именно биомеханических особенностей того движения в том или ином суставе. И в этом случае, попробуем как-нибудь закачать, попробуем укрепить этот сустав. И происходит обратно, укрепляя сустав,
Получается, мы, повышая силу дельтовидных мышц, мы еще больше придавливаем головку плечевой кости. В этом случае движение в плечевом суставе еще больше ограничивается. То есть получается ровно обратный эффект. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, а причем, знаете, какая интересная ситуация бывает. У нас, мы по природе все свои асимметричные. То есть с одной стороны может быть глубокая суставная впадина, с другой стороны может быть плоская суставная впадина. Из-за этого с одной стороны рука может обладать большей подвижностью, с другой стороны меньшей подвижностью обладать. И если мы проверяем проводим тестовые упражнения на гибкость в том или ином суставе, и если в одном суставе гибкость больше, это не значит, что там мышцы или связки лучше. Это значит вполне вероятно, что на этом суставе суставная впадина менее глубокая. То есть это обеспечивает достаточно большую широкую амплитуду. Так вот, ну и такой логичный вопрос. Ну и что же делать? Как же выходить с этой ситуации? Потому что любое упражнение все равно будет напрягать мышцы дельтовидные, если мы говорим все-таки про работу мышцами верхнего плечевого пояса, ну конкретно руками. Что же нам делать, как выйти из этой ситуации? Какие надо правильно подобрать упражнения? То есть в этой ситуации, ну кроме того, что показан массаж, то есть нужно максимально расслабить эту зону. Массаж, во время выполнения массажа надо выполнять в определенной степени тракционные движения, то есть пытаться вытащить головку плечевой кости из суставной впадины. Вместе с тракцией проводить легкие такие покачивающие, девиации называются, покачивающие движения, для того, чтобы немножечко ослабить вот это вот давление головки плечевой кости на суставную впадину. Есть еще масса различных методических приемов, которые позволяют нам вытащить головку плечевой кости из суставной впадины. Но здесь упражнения подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Здесь нельзя так вот огульно посоветовать 2-3 упражнения, которые подойдут всем. Так не бывает. Поэтому это зависит от многих факторов. От предшествующей подготовки, от вида спорта, все-таки от состояния мышечно-связочного аппарата. Вот здесь очень много факторов. В конечном итоге от развивающегося какого-то уже деформирующего остеоартроза. Это тоже имеет большое значение. Если подойти к этому вопросу правильно, то возможно уменьшить болевой синдром, возможно восстановить движение практически в полном объеме, ну и вернуть, так сказать, к нормальной жизнедеятельности, которая подразумевает спокойное занятие профессиональной деятельностью, спокойное занятие спортом. Но если все-таки пойти по пути неправильной реабилитации, то есть максимально начинать закачивать, мы получим обратный эффект. Получим, что головка плечевой кости будет прижата, будет трение, будет развиваться артроз, будет развиваться адгезивный капсулит. В конечном итоге получим замороженное плечо, вплоть до того, что может развиться инвалидность. Поэтому подбор упражнений при болях в плечевом суставе – это очень серьезная задача и требует грамотного профессионального подхода. В этом случае у нас, возможно, если будет подход грамотный, профессиональный, индивидуальный, в этом случае возможно добиться определенного результата. Вот что еще. И надо всегда своих пациентов настраивать на то, что все вот эти вот импиджмент-синдромы, они развиваются достаточно длительно, годами. И нет никакого волшебного средства, чтобы за даже 10 занятий убрать эту проблему. То есть надо настраивать на длительную реабилитационную программу, которая будет включать в себя занятия с помощью инструктора, дополнительные занятия дома. Но при достаточно серьезных запущенных случаях самый минимальный срок реабилитации, с которым я сталкивался, это 3 месяца. Но это в большей степени зависит от пытливости, от настойчивости самого пациента. Если люди настроены только на занятия, у вас пришли в зале, занимались, сейчас ушли и забыли, 3 раза в неделю, результат будет, но результат будет не очень хороший. Уважаемые друзья, если вам было интересно это видео, если появились какие-то дополнительные вопросы, если хотите узнать тонкости реабилитации, если хотите узнать методические приемы, хотите получить мою консультацию, можете обращаться ко мне в Telegram, ссылка находится в описании к этому видео. Спасибо за внимание.